тетенька проходит по 8 километров для того, чтобы попасть на работу в САПА. Я даже вспомнил, как я в шахте работал, каждый день ходя по таким ухабам. На северо-западе Вьетнама, там где дождь сейчас главный спутник каждодневной метеосводки, а зима напоминает начало октября в Сибири, расположился маленький город Сапа, в котором живут 10 тысяч человек. Этот населенный пункт сумел подарить мне особенную эмоцию. То, что я увидел по прибытии, оказалось сильно красивее, атмосфернее и интереснее, чем я себе представлял. Тот самый случай, когда результат превзошел ожидания. Но обо всем по порядку. Просто так до Сапа или Шапа, как еще называют это место, не доберешься. Самый удобный маршрут, пожалуй, такой. Самолет до Ханоя, оттуда поезд. Но и он не провезет вас в Сапа. Вы доедете до станции Лаокай, а уже оттуда вас будет ждать трансфер на микроавтобусе в точку назначения. Если укачивает, запасайтесь таблетками. Ехать придется всего час, но зато весь этот час по горному серпантину, наблюдая обыкновенное для вьетнамца и пугающее для европейца лихачество местных водил. Обгон прямо на слепом повороте здесь явление такое же привычное, как и звезды на небе. Во Вьетнаме сейчас хоть и азиатская и теплая по меркам россиянина, но все же зима, так что первое, что ощущаешь после выхода из машины — свежесть и прохлада. Особенно это заметно на контрасте приезда с юга, где сейчас стабильные 25-27 градусов каждый день. Здесь же, на севере страны, по утрам и вечерам температура может опускаться до 5-6 градусов тепла, что для вьетнамцев очень холодно. Зимний пуховик, который в Сибири мы одели бы только в декабре, здесь использует каждый второй. В дневное время дело обстоит лучше, доходит до 18-20 градусов, но и при такой температуре холодный ветер не всегда позволяет снять кофту. Если говорить в общем, здесь каждый найдет, что посмотреть и куда сходить. Сам же Сапа выглядит очень умиротворяюще и напоминает какой-то маленький захолустный городок из американского кино, где все размеренно и спокойно, где можно вечером зайти в бар, поиграть в бильярд и поговорить с барменом за бутылочкой пива. Улицы очень чистые, что тоже показалось странным, зная азиатскую привычку бросать все и везде. Красивая архитектура порой напоминает наш Петербург, а в самом центре расположился вот такой вот амфитеатр, где вечерами самые находчивые жители пытаются заработать денег танцуя или делая фото в костюме короля обезьян. Город, подобно множеству других здешних населенных пунктов, живет одним туризмом. Население практически не знает иной статьи доходов в свой бюджет. Поэтому не мудрено, что свое знакомство с местностью я начал с одной из самых главных достопримечательностей, расположенной в нескольких километрах от Сапа, деревни Каткат. Вход платный, 150 донгов с человека или 450 рублей. Придачу к билету дают карту, чтобы легче было ориентироваться. Нельзя не обратить внимание на то, насколько аутентично выглядит деревушка. Узкие улочки, бегущие то вверх, то вниз, старые ступеньки, деревянные домики. Ощущаешь себя будто в каком-то фильме или видеоигре. Вокруг все, естественно, готово к встрече гостей. Импровизированные едальни с утками и овощами на гриле на каждом шагу. И бесконечные торговые ряды по бокам. Одежда с местным узором пользуется хорошим спросом. Кстати, большинство туристов здесь вьетнамцы из других провинций, и они очень любят покупать такие вот костюмы и в них ходить, благодаря чему и создается ощущение полного погружения в местную культуру. Смотровые площадки, с которых можно разглядеть ближайшую округу и где можно сделать памятное фото через каждые 500 метров. Правда, места для этих фотографий почему-то сильно похожи друг на друга. Либо это деревянный круг, либо деревянное сердце. Несмотря на это, каждый из них пользуется популярностью, так что желающим приходится еще и в очереди постоять, чтобы сделать фотографию.
Главный ажиотаж творится рядом с водопадами. Это как раз основное, что все хотят увидеть в Кат-Кат. Они, завораживая своей красотой и приятным шумом падающей воды, словно магнитом притягивают к себе, подавляя желание уходить с этого места. Здесь же главное скопление профессиональных фотографов, которые, одевая желающих в национальные костюмы и вручая им лук или арбалет, отправляют тех на много сотен лет назад, делая из каждого древнего воина и увековечивая этот момент на фотографии. Но все-таки гвоздь туристической программы в Сапа – это трекинг. Такие прогулки по красивым местам за городом. Количество локальных туристических компаний этот трекинг проводящих весьма велико. Однако я решил пойти нестандартным путем, и именно с этого момента сия поездка перестала быть для меня туристической. Она открыла мне дверь в обычную жизнь обычного вьетнамца. И сейчас я покажу ее вам. Но начнем с красивого. Просто гляньте на эти умопомрачительные пейзажи. Смотришь и голова кругом. Видео, конечно, не передает все величие и всю красоту того, что было вокруг меня в этот момент. То, что вы видите сейчас, это рисовые поля. Местность тут холмистая, а рису нужно много воды, чтобы расти. Поэтому эти прекрасные склоны превратились в такие вот ванны для рисовой культуры и одновременно стали изюминкой этих мест. Вообще, природа вокруг мне почему-то сильно напоминала родную сибирскую. На некоторое время я даже подумал, что нахожусь где-то в России. Однако тропы, протоптанные сквозь заросли бамбука, быстро вернули к реальности. Обратите внимание на женщину в розовой кофте. Это мой экскурсовод. Ее зовут Мими. С ней я познакомился днем ранее на местном рынке, где она продавала сувениры собственного производства. Мими живет в этом месте всю жизнь. Сейчас ей 52 года. Другого заработка, кроме рынка и таких вот трекинговых экскурсий, у нее нет. И не только у нее. По дороге встречалось еще много таких же импровизированных групп туристов во главе с вьетнамками, которые, как и Мими, зарабатывают на жизнь проводниками. Посмотрите на эту девушку справа. Видите, за ее спиной в корзине сидит ребенок. Она вынуждена таскать его с собой целый день, потому что если она не будет работать вот так, то этого ребенка ей просто не на что будет кормить. Вообще к детям здесь относятся с меньшей опекой, нежели в России. Вот зацените склон, на котором детишки играют в догонялки. И что самое печальное, многие пытаются использовать детский труд, чтобы заработать на туристах, заставляя совсем еще крох впаривать дорогим гостям сувениры, вот как эту девочку. Она стоит рядом с одним из немногочисленных кафе, зная, что все захотят зайти сюда и перекусить в этой длинной дороге, и пытается продать вязаные браслеты по 10 донгов за штуку. И этот случай совсем не единичный. Стоит только зайти в какую-то деревню, малышня сразу окружает, начиная клянчить покупку. О чистоте вообще можно забыть, детишки черные с ног до головы. Кстати, хотите увидеть, как выглядит стиральная машина во вьетнамской деревне? А вот так. Набираете в тазик воды и вперед. Все местные женщины, проводящие эти экскурсии, более-менее говорят по-английски. Из этого они не смогли бы работать. 99% туристов тут европейцы. Мими говорила весьма неплохо, поэтому я был немного удивлен, когда узнал, что ни читать, ни писать по-английски она не умеет совсем. Как оказалось, многие в таких деревнях и по-вьетнамски-то писать не умеют, а говорить учатся в полевых условиях, общаясь с приезжими. Так училась и она. Другого способа освоить язык здесь просто нет. Этот пример очень ярко демонстрирует, как сильно местные зависят от этого рода деятельности. А что же насчет риса? Неужели среди такого количества плантаций у них нет возможности вырастить свой рис? Каждая семья имеет несколько своих грядок, однако этого совсем не хватает для того, чтобы прокормить семью из нескольких человек. Если вы сегодня остались дома, то вы обязательно должны посвятить свой день выращиванию риса, кукурузы или картошки. Но итоговый урожай перекроет лишь минимум потребностей. Например, Мими живет с мужем, сыном, дочерью и 2 внуками, и по вьетнамским меркам это еще далеко не самая большая семья. Но люди
не унывают, они, кажется, давно привыкли так жить. Меня и еще несколько человек Мими любезно пригласила на обед к себе домой. Идем через мост. Мост соединяет две каких-то деревни. Каждый день вот эта тетенька проходит по 8 километров для того, чтобы попасть на работу в САПА со своего дома. Сейчас мы идем к ней домой, чтобы там она угостила нас обедом. Представляете, 8 километров. У них в семье только один байк, а народу много. Вот и приходится ей ходить пешком. По пути мы заходим в эту деревню. Здесь у Мими живет мама, и она хочет взять продукты для обеда. Кусок свинины, яйца и зелень. На уговоры о том, что мы можем пообедать в кафе и угостить ее в том числе, она не поддавалась ни в какую. Для меня это стало удивительным. Порой люди, которые имеют так немного, готовы искренне поделиться этим немногим с совершенно незнакомым человеком. И это так впечатляет и воодушевляет, что накопившаяся от такого неблизкого пути усталость отходит далеко на второй план. И ты о ней даже и не думаешь. Ну что, мы наконец-то добрались к дому этой очень доброй женщины, преодолев почти 10 километров дороги пешком. Как можно сейчас слышать на видео, я немного запыхался, потому что последний участок был прям сильно крутой. Я даже вспомнил, как я в шахте работал, каждый день ходя по таким ухабам. Так что теперь остается только дождаться, пока свежеприготовленный ланч попадет к нам на стол. Нашим поваром сегодня был сын Мими. Нужно сказать, у парня определенно талант. Все было очень вкусно. Сама же она суетливо накрывает на стол. Я так понял, что гости европейской наружности здесь бывают нечасто. И это своего рода небольшой праздник для вьетнамцев, свидетельством чему послужил вьетнамский рисовый торт, открытый специально к нашему приходу. Честно говоря, это был практически безвкусный рис с легким привкусом какой-то травы. Но главным в тот день был другой вкус. Вкус человеческого единения, щедрости и доброты. Осмыслить все увиденное мною в маленьком, но колоритном городке Сапа было, наверное, сложнее, чем когда-либо до этого. Эмоции смешиваются в голове, создавая коктейль из мыслей. С одной стороны, необычайная красота, с другой – практически черта бедности. Смотреть в интернете фильмы о том, как живут люди за этой чертой – это одно. Совсем другое – получить приглашение на обед от человека, который не покупает так любимое вьетнамцами пиво, потому что 30 рублей – это слишком дорого для него. И видеть, как маленькие дети с отчаянием пытаются продать тебе хоть что-нибудь, чтобы заработать эти же 30 рублей. Наверное, главным кадром, снятым в Сапа, я считаю вот этот. Эти дети, играющие полуспущенным мечом на фоне красивейшего пейзажа, как воплощение контраста, происходящего в моем сознании.